История судна «Влара» с беженцами из Албании, прибывшими в Италию. Корабль «Влара» был грузовым судном, построенным в 1960 году в Анконе, Италия, который плавал под албанским флагом до 1996 года. Он наиболее известен тем, что перевез десятки тысяч албанских беженцев в итальянский порт Бари 8 августа 1991 года, что стало беспрецедентным массовым прибытием, которое застало итальянские власти врасплох. Корабль был построен в кантьере на Валери-Унити в Анконе в Италии, базировался в Генуе. Первоначально носивший название «Элис», он был сестринским кораблем Нини Фигари, Сан-Палермо и Финей. Спущенный на воду 4 мая 1960 года и введенный в эксплуатацию 16 июня того же года. Он был продан в 1961 году контролируемой правительством Объединенной китайско-албанской судоходной компании, которая основала его в Дурисё под албанским флагом и переименовал его в «Влара». Падение коммунизма в Албании в начале 1990-х дало путь к крупному экономическому коллапсу с острой нехваткой продовольствия на фоне повсеместных политических и социальных волнений в стране. Это побудило многих албанцев попытаться покинуть ранее изолированную страну. Многие албанцы бежали в Грецию на юге, в то время как некоторые этнические славяне пытались перейти на северную соседку Югославию. В Тиране иностранные посольства подверглись штурму, в основном безуспешно, после того, как распространились слухи о выдаче виз. До 3000 албанцев смогли проникнуть на территорию посольства Германии, а некоторым удалось проникнуть на территорию посольства Чехословакии. Тем, кто находился в посольстве Германии, в конце концов разрешили выехать в Германию через Италию. Многие из эмигрантов остановились в Италии, менее чем в 100 милях отсюда через пролив Отранто. Частично это мотивировалось преувеличенными изображениями богатства в итальянской телевизионной рекламе, к которой имели доступ албанцы. Ранее, в 1991 году, сотни или тысячи албанских беженцев предприняли несколько попыток перехода через границу, которые силой захватили различные суда, от румынских грузовых судов до буксиров военно-морских сил Албании. Силы безопасности захваченной гавани в Дурисё или Влёре могли только беспомощно наблюдать. В ходе одного из таких переходов 7 марта около 20 тысяч мигрантов прибыли в Италию, город Бриндизи, на нескольких небольших судах. Город с населением всего 80 тысяч человек оказался изо всех сил, чтобы справиться с таким наплывом, однако жители щедро обеспечивали едой и кровом, и иммигранты в целом были хорошо приняты. Корабль «Влора» вернулся с Кубы с грузом сахара, его главные двигатели вышли из строя, и он пришвартовался в Дурес, чтобы выгрузить свой груз и пройти ремонт. Тем временем в порту собрались толпы людей со всей страны в надежде сесть на какой-нибудь корабль и отправиться в Италию. Без того, чтобы остановить их, от 10 тысяч до более 20 тысяч, согласно сообщениям, поднялись на борт «Влара» 7 августа 1991 года. Они прыгали в море и поднимались на борт на веревках, заполнив практически каждый дюйм корабля, некоторые свисали с лестниц для большей части рейса. Капитан Халим Мелаки не смог убедить безбилетных пассажиров, некоторые из которых были вооружены, отказаться от их плана. Он решил плыть на переполненной лодке в Италию, чтобы вооруженные лица не захватили корабль. Судно плыл только с вспомогательными двигателями. Без радар из-за присутствия пассажиров, и из-за избыточного веса корабль также потерял охлаждающие трубки после того, как пассажиры разрезали их, чтобы попытаться увлажнить себя. А затем капитан использовал морскую воду, чтобы избежать плавления двигателя. К счастью, они воспользовались хорошей погодой и прибыли на итальянские берега рано утром 8 августа. Приближаясь к порту Бриндизи около 4 часов утра, вице-префект полиции посоветовал капитану не заходить в город. Город все еще приходил к соглашению с тысячами албанцев, прибывших в марте или в промежуточный период и не имевших возможности поглотить больше.
Затем капитан корабля изменил курс на Бари, всего в 55 милях от него, до которого выведенному из строя кораблю потребовалось 7 часов. В то время итальянские власти мало что сделали для подготовки к этому массовому прибытию. И префект полиции, и управляющий были в отпуске, в то время как мэрия была уведомлена только тогда, когда судно уже было в порту. Была предпринята попытка заблокировать вход в порт с помощью небольших кораблей и военно-морского фрегата «Юра», чтобы попытаться удержать капитана для возвращения в Албанию. Ссылаясь на ухудшение условий на борту лайнера, после того, как пассажиры провели 36 часов практически без еды и воды в удушающей жаре, капитан судна Милаки отказался отступать. Он вошел в порт, сообщив, что на борту были ранены люди, и он не может механически развернуться. Судно Влара поставили на причал, наиболее удаленный от центра города, обычно предназначенный для разгрузки угля. Пока он находился в порту, множество его пассажиров прыгали в воду и плыли к берегу или спускались по веревкам во время швартовки, и многие из них исчезли в городе. Жесткая политика итальянского правительства, выраженная министром внутренних дел Винченцо Скотти, заключалась в том, чтобы не допускать высадки судов беженцев на итальянские берега и немедленной депортации иммигрантов. Приказ из Рима содержал их в порту, практически без материальной помощи, и переправлять обратно в Албанию в течение нескольких дней, если не часов. Когда выяснилось, что такой план маловероятен, были бессистемно приняты другие меры, некоторые раненые были доставлены на машине скорой помощи в больницу, как и несколько беременных женщин. Мэр Энрико Дальфино и вице-префект Джузеппе Честернино организовал раздачу воды. Несмотря на сомнения, высказанные Дальфино, власти начали перевозить иммигрантов примерно с полудня на стадион Делла Витория, неиспользуемый стадион, где они будут находиться до их депортации. К полудню албанцы поняли, что в конечном итоге их отправят домой. Их группы пытались прорваться через полицейский кордон, окружавший стадион. Когда многим удалось сбежать, власти решили прекратить приводить кого-либо на стадион и закрыть ворота, заперев их внутри. Ситуация вышла из-под контроля, смотритель стадиона был фактически взят в заложники до тех пор, пока вмешательство мэра не произошло. Персонал, контролирующий справедливое обращение с едой, не подвергся нападению, а затем полиция эвакуировала стадион. Это стало зоной беззакония, контролируемой самыми жестокими элементами. Власти буквально перебрасывали еду и воду через стену с помощью пожарного крана, а это означало, что в основном они были присвоены упомянутыми выше головорезами. Ночью напряжение накалилось еще больше, и между ними начались столкновения полиции, и албанцы пытались прорвать кордон. Полиция, в которую было брошено несколько снарядов, открыла огонь, некоторым албанцам оказали помощь от огнестрельных ранений. По словам полиции, члены которой сами были ранены снарядами, эти раны были вызваны предшествующей борьбой на стадионе. После короткой передышки началась игра в кошки-мышки между албанцами, пытающимися сбежать, и властями. На следующий день утром около 3000 албанцев сумели выломать ворота и броситься к ним, в результате чего было ранено более 200 человек, в том числе около 20 полицейских. В то время как сотням беженцев удалось бежать, некоторые из них прятались в выставочных павильонах Файра дель Леванте. Около 2000 человек были окружены полицией возле стадиона. Они постепенно переправляли беглецов в порт, несмотря на их иногда жестокое сопротивление. Ситуация на стадионе приближалась к точке кипения. Некоторые албанцы, как сообщается, грабили автомобили, прежде чем безрассудно загнать их внутрь стадиона, запаниковав своих соотечественников. Небольшая группа также подожгла офис Красного Креста и гараж на стадионе, причинив материальный ущерб, по словам официальных лиц Красного Креста. Между тем, итальянские власти наконец смогли организовать свой ответ на кризис беженцев. Они реквизировали частные паромы, чтобы перевести их обратно в Албанию,
где они также послали 2 военно-морских корабля, чтобы помочь с высадкой. Первый Тициана прибыл 9 числа. Некоторые из наиболее преломляющих элементов были доставлены в аэропорт и отправлены обратно в Албанию на военных самолетах группами по 60 человек в сопровождении такого же количества полицейских. К середине дня около 3000 были репатриированы, некоторые уехали добровольно, так как враждебный прием и плохие условия оставили их разочарованными в жизни в Италии. Чтобы облегчить эвакуацию, большинству лгали, поскольку корабли и самолеты должны были доставить их в другие итальянские города. Исходящий поток беженцев ускорился с прибытием 2 других паромов «Эспрессо Грессия» и «Мальта» 2 дня спустя. К 11 числу около 3000 албанцев все еще оставались на стадионе Бари, в основном это сторонники жесткой линии, которые отказывались быть убежденными властями. Начальник полиции Винченцо Паризи убедил некоторых уехать, предложив новую одежду и 50 000 лир, в то время значительная сумма в Албании. Через 3 дня остальным сдерживающим силам сказали, что они выиграли право остаться в Италии. Однако, как только они вышли со стадиона, их посадили в автобусы и отвезли в аэропорт, откуда их доставили прямо в Тирану. Это побудило прессу заявить, что албанское вторжение закончилось 16 августа. Поскольку внимание средств массовой информации подчеркивает ужасную ситуацию в Албании. Власти этой страны под давлением Италии поставили ее порты под военный контроль и остановили все пассажирские поезда, чтобы остановить поток эмигрантов. В то же время итальянское правительство предложило финансовую помощь стране в размере $9 миллионов в виде еды, если Албания поможет обуздать и вернуть эмигрантов, уезжающих в Италию. Хотя нелегальная эмиграция из Албании продолжалась и после этого, он уменьшился по своим масштабам и был организован в основном преступными группировками. Они использовали быстрые моторные лодки, чтобы пересечь пролив ночью и оставить своих платных пассажиров плыть к берегу. Согласно рассказу капитана Милаки, судно простояло в порту Бари 45 дней до этого. Его команде и ему самому удалось отвезти его обратно в Албанию, возможно, его отбуксировали из-за серьезных повреждений. Сообщается, что он продолжал командовать грузовым судном до декабря 1994 года, и судно также находилось в эксплуатации до 1995 года. В 1996 году судно «Влара» было окончательно снято с учета и списано 17 августа того же года в турецком порту Алио.